Всем привет, меня зовут Лев Соколовский. В этом видео я расскажу о макросах в Cubase. Я думаю, будет два видео. В этом видео я расскажу, что такое макросы, как их создавать и покажу некоторые простые макрокоманды, которые могут быть вам полезны. Что вообще такое макросы? Макрос — это команда, состоящая из цепочки других команд. Если вы, например, ловите себя на том, что часто выполняете одни и те же действия в Cubase последовательно, то, возможно, из этих действий стоит сделать макро и запускать их все одной кнопкой. Меню макросов находится во вкладке Edit, Key Commands. И здесь нужно нажать Show Macros, если их у вас не видно. Это и есть макросы, и если мы нажмем на этот треугольник, то мы увидим команды, из которых состоит данный макро. К примеру, если я запускаю эту макрокоманду, то последовательно выполняются команды «Удалить всю автоматизацию в проекте» и «Спрятать всю автоматизацию». Также папка с макросами находится в этом окне. Она называется «Макро». И здесь на макросы можно назначать горячие клавиши, чтобы запускать их с клавиатуры. Здесь справа есть несколько кнопок для работы с макросами. New создает новый, Duplicate дублирует и Delete удаляет. И также есть несколько кнопок, которые относятся к командам внутри макросов. Например, если я хочу добавить какую-то команду в этот макрос, я выбираю эту команду в верхнем окне и нажимаю Add. Команда здесь появилась. Чтобы ее удалить, я нажимаю Remove. И чтобы переместить команду вверх или вниз, чтобы она выполнялась раньше или позже, есть кнопки Move Up и Move Down. Если на какую-то макрокоманду не назначена горячая клавиша и вы хотите ее запустить, она находится в меню Edit, Macros, и здесь можно выбрать эту команду и запустить ее мышкой. В принципе, это все, что нужно знать для работы с макросами, а сейчас я расскажу про некоторые простые макрокоманды, которые могут быть вам полезны. Первая макрокоманда, про которую я хочу рассказать, называется Duplicate Selected Tracks Without Data. Насколько я помню, этот макро есть в Cubase изначально, но если у вас его нет, вы можете его создать, добавив в него вот эти шаги. Что делает это макро? Оно дублирует трек, оставляет все инсерты, все посылы, все настройки эквалайзера, но при этом удаляет с него все клипы, удаляет всю автоматизацию и неактивные версии этого трека. Давайте попробуем его применить. Вот у меня есть трек с гитарой. Захожу в Edit, Macros, нажимаю Duplicate Selected Tracks Without Data. И видно, что трек сдублировался, настройки остались, но при этом он пустой. Следующая макрокоманда, по-моему, тоже есть в Cubase изначально. Она состоит всего из двух других команд и позволяет создать группу для выделенных треков и создать папку для этих треков. Попробуем ее применить. У меня два гитарных трека, я их выделяю и запускаю макро. Cubase предлагает мне ввести название группы, которая будет создана. Видно, что треки теперь направлены в эту группу, и они находятся в папке. Единственный минус, что название папки надо вводить отдельно. Следующая макрокоманда у меня называется Remove Unused, и она позволяет полностью удалить все неиспользуемые аудиофайлы из пула проекта. Давайте попробуем ее применить. Открывается пул и спрашивает, мы хотим переместить эти файлы в трэш или удалить из пула. Если мы хотим их полностью удалить с жесткого диска, то нужно выбрать трэш, то есть корзину, и после этого очистить ее кнопкой Erase. Таким образом, мы полностью удаляем все ненужные файлы из проекта, и они больше не занимают места на жестком диске.
Еще одна небольшая, но полезная макрокоманда называется Disable and Hide. Если у меня есть какой-то трек, который я хочу деактивировать, чтобы он не использовал ресурсы компьютера, и спрятать, чтобы он не был виден в проекте, тогда я применяю этот макро. Но у него есть одна особенность. На него необходимо назначить горячую клавишу. Заходим в папку макро. И здесь у меня вот назначено такое сочетание клавиш. Дело в том, что если заходить в меню Edit и Macros, то эта команда почему-то не активна. То есть мы не можем ее применить напрямую из этого меню. Но если мы выбираем треки и нажимаем сочетание клавиш, которое назначено на это макро, то оно срабатывает. Я не знаю, баг ли это или я что-то делаю не так. Если вы знаете, в чем тут может быть дело, напишите в комментариях, я буду вам благодарен. Следующей макрокомандой я часто пользуюсь при редактировании тайминга. Например, у нас есть вокальный трек, кликнем на него 2 раза. И чтобы начать редактировать тайминг, нужно зайти в Audio Warp и нажать Free Warp. Теперь, чтобы подвинуть, например, вот эту часть, мне нужно создать 3 варп-маркера, то есть сделать 3 клика. Здесь, здесь и здесь. Если этих крайних варп-маркеров не будет, то трек будет двигаться полностью, а не только то, что мне нужно. Чтобы облегчить себе жизнь, можно зайти в меню Hit Points и кликнуть Create Warp Markers. Так Cubase создаст варп-маркеры на основе хит-поинтов. Возвращаемся в меню Audio Warp. И теперь я могу уже не ставить лишние варп-маркеры, а просто сразу начинать редактировать то, что необходимо. Чтобы ускорить этот процесс, можно создать макро, состоящее из следующих шагов. Первый шаг — это создать варп-маркеры на основе хитпоинтов, и второй — активировать Warp Tool. У меня это макро назначено на сочетание клавиш Shift-W. Если я захожу в вокальный трек, нажимаю Shift-W, то у меня сразу появляются варп-маркеры, и я могу сразу же редактировать тайминг. На этом у меня пока все, и скоро будет второе видео, где я расскажу про более сложные макросы. Если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока!